Витаю, друзья, здравствуйте, все добрые, адекватные люди. И сегодняшнее видео про диету, которая имитирует голодание. Мы знаем, что существует голодание, мы знаем, что существует интервальное голодание, там 6-18, 8-16 и так далее. Мы знаем даже, что существует режим 20% ограничения калорийности для продления жизни. А вот диета, которая имитирует голодание, это довольно новое в наших краях известие. А на самом деле это очень мощный инструмент для тех людей, которые по каким-либо причинам не могут придерживаться режима 7/24 в силу индивидуальных каких-то особенностей характера или внешних обстоятельств. Допустим, вы в командировках, или вы не умеете готовить, или слишком заняты, мало ли что. Просто я в жизни наблюдаю, что часто люди и хотели бы следовать каким-то правилам, но их постоянно что-то сбивает. И вот диета, которая имитирует голодание, как раз может здесь прийти на помощь. И поэтому я вам сегодня собираюсь рассказать, что это за диета, откуда она взялась, какие хорошие качества у нее есть, чем она нам может помочь. Расскажу об исследованиях, которые есть на сегодняшний день на людях. И в конце будет небольшое реалити-шоу. Наталья Дмитриевна заказала себе комплект Пролон. Это коммерческое название комплекта для диеты, имитирующей голодание на 5 дней. И она будет делиться своими впечатлениями. Давайте начнем. Что же такое диета, имитирующая голодание, откуда она взялась? Разработана она группой под руководством доктора Лонга в университете Южно-Калифорнийском. Доктор Лонга – это итальяно-американский ученый, который занимается проблемами изменений при возрасте, то есть, попросту говоря, биогеронтолог. И вначале он наблюдал за процессами старения на различных дрожжах, потому что дрожжи, это, как ни странно, довольно хорошая модель для изучения старения, то есть там известен геном, там механизмы во многом похожи на млекопитающих. И он изучал сигналы, которые приводят к старению, и осознавая, что да, калорийный дефицит постоянный – это то, что действительно может замедлить старение, но также осознавая, что люди не очень-то любят голодать, решил сделать такую диету, которая обладает всеми теми же свойствами, что и голодание, но при этом живой организм не будет голодать. После этого состоялись серии исследований на животных, а потом уже в 2017 году вышло первое рандомизированное клиническое исследование на людях, о котором я расскажу позже. И в чем она состоит? Сразу к делу, чтобы было интересно. Вот для людей предлагается режим всего лишь 5 дней в месяц следовать этой диете, а остальные 25 дней условно питаться, приблизительно как обычно. Конечно, не есть там какой-то мусорную еду, но тем не менее более-менее придерживаться определенных умеренных принципов питания, а 5 дней довольно жестко. Что значит довольно жестко? Первый день рацион состоит приблизительно из 1100 килокалорий, причем там четко рассчитанное соотношение белков, жиров, углеводов. Белков там 9%, жиров приблизительно 54%, углеводов 36%. А со 2 по 5 день диета жестче, приблизительно 750 килокалорий, где 10% состоит из белка, 44% это жиры и 47% углеводы. И общая калорийность за 5 дней составляет приблизительно 4000 килокалорий. То есть это на 60-70% в среднем меньше, чем человеку нужно. Не мудрено, что при таком низкокалорийном рационе развиваются все те процессы, которые могут развиваться у человека при голодании. И какие же это процессы? Было отмечено 11 самых ярких, которых я сейчас буду перечислять. Первое – это нормализация кишечной микрофлоры. При диете, имитирующей голодание, кишечная микрофлора, вы знаете, что это очень важная составляющая человеческого организма. Это, в общем-то, можно назвать отдельным органом, который влияет на наш иммунитет, на настроение, на воспалительные реакции, на нервную систему.
И намного еще чего, я думаю, что будет открыто в дальнейшем. И даже старение связывают с изменением микрофлоры кишечника. Так вот, диета, имитирующая голодание, улучшает состав микрофлоры кишечника. И отсюда вытекает и второе действие. Это улучшение регенерации, то есть восстановление клеток кишечника за счет активации стволовых клеток кишечника. Из этого вытекает третье действие. Это общее улучшение иммунитета через нормализацию микрофлоры. И из этого вытекает четвертое следствие. Это активация специальных клеток Т-лимфоцитов, которые называются CD8+ клетки. Эти клетки осуществляют у нас так называемую эффекторную роль, то есть это клетки, которые непосредственно уничтожают вирусы, клетки, пораженные вирусом, а также осуществляют контроль над опухолями. То есть при появлении какой-нибудь атипичной клетки они могут ее атаковать и таким образом осуществляют иммунный надзор в организме человека. Вы знаете, что существует одна из гипотез, что клетки атипичные появляются почти у всех людей, но нормальная иммунная система держит это все под контролем, и какое-то небольшое количество атипичных клеток сразу же уничтожается. Поэтому очень важно, чтобы иммунная система контролировала возникновение этих атипичных клеток. И если уже мы заговорили об онкологических процессах, то пятое было исследовано, что применение диеты, имитирующей голодание, способствует улучшению прогноза при некоторых видах онкологических заболеваний. Шестое действие отсюда же вытекает, это улучшение переносимости химиотерапии, опять же при этих самых онкологических заболеваниях. Седьмое действие – это улучшение функций бета-клеток островков Лангерганса поджелудочной железы. Вы знаете, что бета-клетки вырабатывают у нас инсулин, и ухудшение функции бета-клеток может приводить к развитию сахарного диабета. И оказывается, диета, имитирующая голодание, улучшает функцию этих клеток, следовательно, и контроль над глюкозой. Но и это еще не все. Оказывается, диета, имитирующая голодание, кто бы мог подумать, активирует аутофагию, то есть процесс самоочищения клетки от накопленных поломок, различных каких-то недометаболизированных структур, белков, остаток бактерий, вирусов и так далее. Девятое действие, оказывается, это непосредственно антиэйджинговое, то есть противовозрастное действие, благодаря тому, что при диете, имитирующей голодание, уменьшается выработка инсулиноподобного фактора роста 1, а это, вы знаете, посредник гормона роста. Избыток инсулиноподобного фактора роста 1 ведет к активации внутриклеточной системы, которая называется mTOR-1. Все, кто интересуется процессами старения, наверное, знают, что это такой внутриклеточный сенсор энергии. Когда у нас энергии много, когда мы много едим, комплекс mTOR-1 активизируется, и в результате у нас активизируются анаболические процессы. Но в молодости это хорошо, а при старении наши клетки путем анаболизма начинают играть с нами злую шутку, накапливаются всякие ошибочные белки, что может вести к появлению, к дальнейшему нарушенных функций в клетках, к старению клеток. В общем, активация комплекса mTOR-1 однозначно рассматривается как один из ведущих путей старения. И вот, например, препарат, который блокирует mTOR-1, рапамицин и подобные ему аналоги, рапалоги, так называемые, являются самыми перспективными в отношении замедления старения. И, наконец, диета, имитирующая голодание, оказывает влияние на функцию митохондрий, естественно, улучшая функцию, потому что хроническая перегрузка избытком энергии ломает наши митохондрии. Митохондрии – это энергетические станции внутри клеток. Я уже говорю такими терминами, чтобы было примитивно, но понятно. И, наконец, 11-е, по-моему, свойство – это улучшение синтеза миелиновых оболочек в центральной нервной системе. Миелиновые оболочки – это подобные изоляции провода оболочки, которые способствуют
нормальному распространению сигнала по нервных клетках. И вырабатывают их олигодендроциты, такие клетки нервной системы. Вот показано, что диета, имитирующая голодание, активизирует деятельность олигодендроцитов, и в результате этого клеточки нервные наши обретают более крепкую миелиновую оболочку. И это очень важно, потому что есть такое понятие нейродегенеративные заболевания, которые у нас развиваются с возрастом. И понятно, что это тоже антивозрастной эффект. То есть, как видите, эффектов очень много, и все эти эффекты были либо на клеточных моделях продемонстрировали, либо на животных, но и настала пора, конечно же, для человеческих исследований. И поэтому наш следующий пункт этого видео будет про те исследования, которые в настоящий момент сделаны на людях. Но прежде чем перейти к обзору этих исследований, я хочу сказать, что сама диета, имитирующая голодание, состав я ее сказал, в принципе, подобрать, в общем-то, и нетрудно. Я даже это сделал, я рассчитал количество, взял просто продукты, гречку, творог, грецкие орехи, оливковое масло, яблоки. И я просто по составу разбил и сделал так, чтобы вот в первый день было, соответственно, столько белков, жиров, углеводов и калорий, как это соответствует классической диете, имитирующей голодание. Ну и, соответственно, там второй, третий, четвертый, пятый дни. Единственное, что это не очень удобно. Там гречку варить самому кому-то неудобно, там яблоки, там, может быть, еще, так как люди бывают заняты. И существует уже на основании этих научных данных и проведенных научных исследований, о которых сейчас поговорим, специальный комплект, где человеку предлагается коробка, которая называется Prolon. Это патентованное фирменное название, которое как раз под руководством доктора Лонга и разработано. Там есть меню, который человек просто открывает, 5 коробочек. Одна коробочка на день, открываешь, там пакетики, Наталья Дмитриевна вот в конце продемонстрирует, что это такое, и там завтрак, обед, ужин, чаи, там всякие витаминные добавки и так далее. То есть человеку не надо вообще ничего готовить, у него есть уже состав на день, он это все с удовольствием ест, и это спасение для тех людей, которые не любят готовить, которые в командировках, которые заняты каким-то бизнесом, которые вообще не желают тратить время на какие-то пустые вещи. И знаете, еще в чем привлекательность этой диеты, имитирующей голодание, с чего начинал? Не каждый человек готов 24/7 заботиться о своем рационе. А когда ты это делаешь 5 дней всего лишь в месяц, а 25 дней живешь, так как привык, это морально для многих людей легче, потому что 5 дней это какой-то видимый конец есть, это какая-то завершенная будет цель, это не так скучно. То есть это для некоторых, повторяюсь, люди-то разные, морально гораздо более подходит. Мне, например, это не подходит, я и так знаю, как питаться, а для кого-то, для некоторых моих пациентов, знаете, это вообще было спасение. Что коммерческий набор Prolon, что обычная, подобранная мною им диета, имитирующая голодание. Кстати, вот эта подобранная диета есть доступна друзьям канала, я там давал ссылку, могу еще ее обновить, если попросите. И также она есть в курсе моем, как перепрограммировать организм и стать стройным навсегда и без усилий. Хотя она на самом деле не для того, чтобы сбросить вес в первую очередь, а для того, чтобы, в общем-то, противодействовать старению. Но побочный эффект, конечно, еще и сбрасывание веса. Ну а теперь давайте перейдем к научным данным, а после этого предоставим слово Наталье Дмитриевне. В этих исследованиях использовали как коммерческие наборы диеты, имитирующие голодание, Prolon,
так и просто наборы продуктов, которые соответствуют по всем параметрам этой диете. Блог будет довольно длинный, поэтому я рекомендую тем, кому не интересно, воспользоваться тайм-кодами. Кто хочет, может потом посмотреть ссылки на исследования, я их опубликую в описании после этого видео. Но все-таки считаю нужным, как часть доказательности, рассказать о ключевых исследованиях. Итак, 2017 год. Это первое ключевое рандомизированное исследование у людей. 100 в целом здоровых взрослых, 5 дней диеты, имитирующей голодание в месяц и всего 3 цикла. Что проверяли? Проверяли массу тела, жир, талию, давление, глюкозу и инсулиноподобный фактор роста 1. Получили снижение массы тела, жировой массы, окружности талии, артериального давления и инсулиноподобного фактора роста 1. И у людей с исходно худшими метаболическими показателями эффект был заметнее. Год 2020. Это уже онкология. 131 пациентка с ГЕР-2, негативным раком молочной железы, 2-3 стадия. Диета, имитирующая голодание. Применяли ее 3 дня до и 3 дня во время неоадъювантной химиотерапии. И смотрели токсичность лечения и ответ опухоли. Токсичность не увеличивалась, а радиологический ответ опухоли встречался чаще в группе диеты, имитирующей голодание. Год 2023. Рандомизированное исследование у людей с гипертонией и лишним весом или ожирением. Сравнивали 4 ежемесячных 5-дневных цикла диеты, имитирующей голодание, с непрерывной средиземноморской диетой и оценивали эндотелиальную функцию и кардиометаболические показатели. Обе стратегии снижали вес, талию, жировую массу и общий холестерин. Диета, имитирующая голодание, дополнительно снижала гликированный гемоглобин и инсулиноподобный фактор роста 1. Но к концу вмешательства по большинству показателей значимых различий между группами уже не было. Год 2024. Одно из самых практичных исследований. 12-месячное рандомизированное исследование у людей с сахарным диабетом 2 типа, которые были на диете или одном метформине. Проверяли, можно ли ежемесячными 5-дневными циклами диеты, имитирующей голодание, улучшить сахар и уменьшить потребность в лекарствах. Результат. Снизился гликированный гемоглобин, масса тела и потребность в сахароснижающей терапии. У 53% участников на диете, имитирующей голодание, гликемический контроль улучшился против 8% в контроле. Опять же 2024 год. И это уже не отдельное большое новое рандомизированное клиническое исследование, а вторичный анализ человеческих данных после 3 циклов диеты, имитирующей голодание. Смотрели инсулинорезистентность, жир в печени, соотношение лимфоидных и миелоидных клеток как маркер иммунного возраста и модельный биологический возраст. Авторы нашли снижение признаков предиабета, уменьшение печеночного жира, рост соотношения лимфоидных к миелоидным компонентам крови и медианное снижение биологического возраста примерно на 2,5 года. Но это биомаркерный и модельный уровень, а не доказательство того, что эти люди прожили дольше. 2025 год. Это так называемый пост-хок-анализ того же диабетического исследования, но уже с МРТ-показателями печени. Проверяли, уменьшает ли диета, имитирующая голодание, жир в печени и признаки печеночного воспаления либо фиброза. И получили снижение жира в печени и МРТ-маркеров воспаления и фиброза. Причем эти улучшения были связаны с улучшением сахара, триглицеридов и массы тела. Опять же, 2025 год. Рандомизированное кроссовер-исследование у людей с лишним весом, ожирением, 6 ежемесячных 5-дневных циклов диеты, имитирующие голодание.
Изначально смотрели на вкус и обоняние, но одновременно оценивали и кардиометаболические маркеры. Получили улучшение вкусообонятельных функций, а также снижение кардиометаболических и воспалительных маркеров. Опять 2025 год. Уже метаанализ рандомизированных клинических исследований. Это не одно исследование, а суммарная оценка 11 рандомизированных клинических исследований диеты, имитирующей голодание. Он показал, что в среднем диета, имитирующая голодание, снижает гликированный гемоглобин, инсулиноподобный фактор роста 1, систолическое и диастолическое давление, а вот по большинству других сердечно-сосудистых факторов риска, включая многие липидные показатели, убедительного эффекта не нашли. И если все сжать в один вывод, то хронология выглядит так. Сначала показали, что диета, имитирующая голодание, у людей в принципе двигает массу тела, талию, давление, инсулиноподобный фактор роста 1. Затем появились данные при диабете второго типа. Потом сравнение с другими диетами, отдельные сигналы по печени, иммунному ответу и онкологии. А метаанализ подтвердил, что самые устойчивые эффекты на сегодня – это сахар, инсулиноподобный фактор роста 1 и давление. Диета, имитирующая голодание, не подходит беременным и кормящим женщинам, людям с низкой массой тела, детям и подросткам, людям с расстройствами пищевого поведения, при активной инфекции, температуре или выраженной слабости. Отдельная осторожность нужна при сахарном диабете, особенно если человек получает инсулин или препараты, которые могут резко снижать сахар. И, конечно, если у человека серьезные хронические заболевания или он принимает постоянное лечение, такую схему нужно обсуждать только вместе с врачом. Ну а теперь давайте Наталья Дмитриевна поделится своими впечатлениями. Открываем коробочку. Первый день. Посмотрим, не умру ли я с голоду. Вот такой пролом. Инструкция здесь есть у нас. Вот как быть вечно молодым. И вот смотрим. Первый день у нас будет завтрак, ланч, какой-то вот средняя попытка поесть. Посмотрим, что у нас тут есть. Так. 3 батончика, супчик один, супчик другой, чаек. Это какие-то витаминки. Смотрите, класс. Это тоже какая-то еда, маслины, еще чаечек. Как понять, что когда есть? Здесь вот все написано, что мы едим на завтрак. Сейчас найду. Что мы едим на обед, и что мы едим на перекус, и что мы едим на ужин. Все, можно будет разобраться. Такой вот супчик, он уже готовый в пакетике. Порция неплохая. И что самое интересное, вот такой шоколадный, наверное, шоколадный батончик к этому супу. Я бы такой, конечно, с удовольствием съела с утра, но ничего, съем вечером. Сегодня открываем день 2. Выжила. То есть, видите, жива-здорова. Не так-то все и плохо. Посмотрите, что у нас здесь. По-моему, еще даже больше всяких сумочек. Я уже думала, что вчера было много еды на первый день, чтобы люди не подумали, что умрут с голоду. Но смотрю, что на второй день еще больше еды. И она, кстати, вкусненькая. Ну, смотрим. Ой, смотрите, что тут? Какой-то дринк. Надеюсь, водка. Так, маслины. Томатный с артишоками супчик. Брокколи, киноа. Ой, это я люблю. Кот тоже ждет. Ему тоже такое нравится. Витаминки. О, уже 4 чайка. То было только 2. И 2 батончика. Вот этот, кстати, очень вкусный.
Я думаю, что это не страшно, если, допустим, поменять этот взять на утро, а этот отложить на вечер. Но мы почитаем, что нам пишут, как нам пишут питаться сегодня. День второй. Завтрак. Батончик и чаек. Ну, то есть они предлагают сделать вот так. Вот такой батончик и чаек на завтрак съесть. Потом артишоки, суп, оливки и вот эти витаминки. Наверное, это омега. Нет, тут все, и витамин С, и витамин Е, и цинк, и много всяких витаминов разных. То есть вот это вот будет обед. Вот такой. Но сегодня нету никаких хлебцов к этому всему. Только так. Перекус. Чаек с маслинами. Вот так вот. Вот так вот. Такого я еще не пробовала. И ужин будет у нас вот такой супчик. И вот такой тоже батончик. Так, а что ж с вот этим делать? Ага, ФМД Drink. ФМД Drink они предлагают выпить вместе с вот этим вот батончиком. Ну, вернее, не с этим, а с шоколадным. Ладно, наверное, я не буду их менять. Наверное, так и выпью вот этот дринк с этим батончиком. И тут написана еще приписка, что это drink during the day. Это, наверное, они имеют в виду, что можно в течение дня его попивать. Ну, в общем, попробую. Это немножечко больше задач на второй день. Но это интересно, чтобы было чем заняться и не думалось, что голодаем. 5-й день. Посмотрим, что сегодня у нас будет. Так, ну, в общем-то, все то же самое. Супчик один, супчик другой, на обед, на ужин. Есть небольшие хлебцы, это на обед, чаек. Вот, напиток. Один батончик и витаминки. В этот раз 2 вида витаминок. Ну, в общем-то, все хорошо. Сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом питания в рамках уменьшения калорий. Почему же я решила попробовать эту диету Prolon? Эта диета Prolon была создана доктором Лонгом в его лаборатории как антиэйджинг средство. Это меня в первую очередь и интересует. Плюс дополнительный был, что теоретически можно немного подсушиться, уменьшить вес. И у меня это и произошло, хотя цели такой не было. До того, как я начала питаться эти 5 дней, у меня было 57 килограмм вес. После этого питания через 5 дней вес был 54 килограмма. Работает таким образом тоже. Было ли мне тяжело? Да, скажу вам честно, что были периоды, когда хотелось есть. Но у меня была цель хорошая, у меня было все готово. Мне не надо было заморачиваться над тем, чтобы готовить, думать, покупать что-то. Поэтому все нормально работало. Я смогла выдержать эти 5 дней. То есть 5 дней это не год, не 2. И цели очень-очень высокие. Было ли это вкусно? Это было очень вкусно. Все супы были уже готовы, батончики прекрасные, вкусные, питательные. Еще тоже зависит от того, как вы себе планируете питание в течение дня. Там нет каких-то определенных часов. Допустим, чтобы нормально было засыпать, чтобы не было чувства голода перед сном, я старалась ужин, который вот в диете в этой предусмотрен, есть поближе ко сну. Там вообще небольшая порция, объесться невозможно. Прекрасный, легкий, здоровый сон наступает. Завтрак тоже, вы можете завтракать немножечко позже, не обязательно с самого утра съесть этот батончик с чаем. То есть еще раз скажу, что ничего готовить мне не надо было, только разве что вскипятить воду, чтобы сделать чаек. Все остальное сделали уже за вас, умные люди. И это все проверили с очень хорошими доказательными базами. Как же мне работалось, некоторые интересуются. Была ли у меня сила, работал ли у меня мозг? Да, скажу вам, мне было легко работать. У меня работа достаточно напряженная, нужно думать, принимать решения, делать физические тоже мероприятия, операции, например. Все получалось прекрасно. Никаких проблем с этим не было. Наоборот, когда ты отвлекаешься на работе, ты не думаешь о еде.
Занималась ли я своей обычной физической нагрузкой? Да, я все делала. У меня были силовые нагрузки, у меня были интервальная нагрузка, одна была в любом случае, у меня были аэробные нагрузки. То есть все шло как обычно. То есть за эти 5 дней что-то там я успела, 2 силовые, 1 интервальную и пару аэробных. То есть все работало. И не было такого какого-то ощущения слабости. То есть наоборот, как-то было легко делать физические нагрузки. Пила ли я какие-то дополнительные витамины? Нет, ничего я не пила. В пролон входят уже витаминные комплексы. То есть там вы по часам, по дням принимаете определенные витамины, и мне этого было достаточно. То есть, что вам могу сказать? Повторю ли я еще раз этот курс? Повторю. То есть, мне понравилось. Я не вижу в этом ничего, в принципе, сложного. Наоборот, удобно. Допустим, то, что вы ничего не готовите.